Здравствуйте, друзья! Потихонечку будем начинать наш эфир. Ну, наш, потому что я веду, вы слушаете. Настроение у меня сегодня хорошее, несмотря на то, что на улице у нас больше похоже на зиму, чем на осень, даже анапскую. Ну, как так, зябко, сыро. Ну, дома хорошо, тепло, уютно и светло. Поэтому будем сейчас с вами в течение часа, а может быть и больше. У меня сегодня такое настроение, можно немножко и подольше поговорить. Пообщаемся, задавайте вопросы. И вот сразу же первым присоединился Алексей Скворцов из города государственного преступника. Видите, вот чат есть, и в нем можно задавать вопросы различные, писать какие-то реплики. Это вы все знаете. И также, кто будет в записи смотреть, пишите свои вопросы уже по окончании моей трансляции, пишите вопросы свои в комментариях, и я на них тоже буду отвечать. Ни один комментарий я не оставляю без ответа. Ну, поскольку Алексей поздоровался и ничего сейчас не пишет, значит, эфир идет хорошо, меня слышно, видно. Слышно, я надеюсь, меня тоже хорошо. Сейчас я еще проверю звук. Я люблю, когда звук такой на максималках. Ну да, вроде бы как звук в порядке. Так, звук в порядке. Так, сейчас вот уже второй зритель присоединился. Я тут, пишет. О, сегодня и чат работает, который тут у меня на экранчике. Ну, все прекрасно, вообще отлично. Все отлично. Так. Сейчас здесь сделаю некоторые манипуляции. Я сегодня, знаете, вообще без всякого плана. Я обычно даже что-то пишу на бумажке, чтобы не забыть сказать в эфире. Сегодня я эту бумажку потерял. Вот обыскал у себя на столе, не нашел, поэтому буду так вспоминать. Ну и понятно, что вы будете тоже вопросы свои задавать, и поэтому обо всем расскажу. Меня зовут Александр. Кстати, для тех, кто только что присоединился, кто видит меня впервые, а таковых у меня 90% на каждом эфире, и 90% новых зрителей смотрят мои ролики. В последнее время у меня сразу прибавилось 500 человек, это за 28 дней, так статистика YouTube дает. То есть у меня, несмотря на какие-то замедления YouTube, какие-то происки, там, которые нам постоянно кто-то устраивает, наоборот, у меня сейчас и просмотры поперли вверх, и количество подписчиков поперло. Так что единственное, что расстраивает, это отсутствие монетизации. Если бы в старые добрые времена у меня бы капала еще и копеечка за мои эфиры, но сегодня показатели дохода у меня по нулям. Вот это, конечно, огорчает. Донаты, сейчас вообще население у нас обеднело, и в жирные времена, в общем-то, там, несмотря на то, что и монетизация была, еще и люди и донатили некоторые неплохо. Сейчас видно, что и монетизации нет, и люди тоже у нас обеднели, тем более вот сегмент тот населения, который смотрит мои трансляции, то есть я тоже такой человек небогатый, и смотрят меня тоже люди далеко не богатые, поэтому, понятно, у каждой копеечкой своей дорожит, поэтому я понимаю, что никаких донатов мне не видать. Но ничего, я, в общем-то, не за донаты здесь сижу, я сижу ради своего удовольствия, ради общения. И сейчас я
открыл вот свои Одноклассники, и я давно хотел, знаете, попытаться провести одновременно трансляцию на YouTube и в Одноклассниках. Вот я сейчас, знаете, не знаю, как это будет у меня осуществлено. Я никак не делал таких экспериментов, но попытаюсь сейчас сделать. Так. Вот создать эфир. Загрузить обложку. Загрузить обложку. Сейчас вот выбираю обложку. Тут он мне предлагает, из чего можно выбрать обложку. Вот собачку сейчас выберу. Так, и что? Прямая трансляция Анапа. Название, описание. На связи. Блогер Альбатрос. Ключевые слова. Анапа. Анапа. Так, видят все пользования, все пользователи. Канал без канала. И что тут? Сохранить, а дальше? Предоставьте доступ к камере и микрофону. А как я предоставлю? Где здесь? Чем предоставить? Так, а как же? А как? Странно, написано предоставьте. Я бы с удовольствием, а предоставить-то как? Предоставьте доступ к камере и микрофону. Обычно всплывает вот здесь вот, но сейчас как-то ничего не всплыло. И как я могу... Нет, только офлайн почему-то. Трансляция приостановлена. Да. Вот опять открылось. Пожалуйста, предоставьте доступ к камере и микрофону, а нигде ничего не указано. Только офлайн. Только офлайн. Тоже есть чат. А других настроек нету. Очень все, конечно, так бедновато. Ладно, тогда не будем, оставим эту идею.
3 человека меня смотрят. Здравствуйте, друзья, я вернулся. Привет из города государственного преступника. Я тут, я вас знаю, у вас 14 600 подписчиков. У меня 167 подписчиков и 1299 часов просмотра. Отлично. Ну, о чем вам поведать? Обычно я рассказываю о своем отношении к кино, как я в нем участвую, так как я в прошлом году закончил актерские курсы, в этом учился на режиссерских. А потом я рассказываю о своей литературной деятельности, об узнании нейросетей, мира нейросетей, тоже расскажу вам сегодня. Ну, начну с кино. Начну с кино. И что там у нас было? А я про съемки рассказывал? Про последний день съемок? Или как раз на этом эфир у меня и закончился, когда я в прошлый понедельник собирался как раз идти на съемки? Ну, если не рассказывал, расскажу. По-моему, я не рассказывал. Итак, речь идет о проекте «Куда приводят хороводы», режиссер Мальвина Третьякова. Вот как раз тот проект, в котором я участвовал в качестве актера. Я играл роль колдуна. Отращивал бороду, и это вы видели, как я ходил с бородой, большой-большой бородой седой. Проект снимался здесь, в Анапе и в Подмосковье, недалеко от городка Хотьково, в дремучих подмосковных лесах. Ну, были, конечно, сложности во время съемок, и вот буквально до последнего момента у нас не были сняты еще несколько сцен. И вот в последний понедельник, в прошлый понедельник, мы доснимали самую-самую последнюю сцену. Но она не самая последняя, есть еще одна, как бы там такая, которую можно снять, которую, ну, ее технически очень сложно снять, поэтому, наверное, Мальвина обойдется без нее. Но в понедельник мы снимали заключительную нашу сцену, выезжали в Супсех, в частный дом, и вот там проходили съемки. Я там не снимался, я там был в качестве осветителя, вот, потому что те участники нашей группы, которые не задействованы в съемках, они всегда чем-нибудь помогают. Кто заведует звуком, кто светом, кто реквизитом. Ну, в общем-то, сняли мы эту сцену. Там был задействован Алексей, который в прошлом году у нас играл немца. Немца играл в фильме «Рассвет уже близок» про Катю Соловьянову, партизанку. Вот. И здесь он тоже играл, нет, как тоже, он, да, играл тоже, но играл он роль, так скажем, казака. Я ему для этой роли дал свою кубанку и свитер, черный свитер, который у меня еще остался с Уфсина, с подполковничьими погонами. Вот. И эти погоны тоже сыграли роль, потому что он такой, намерен был играть такого казака-простачка. Я говорю, да ты, смотри, говорю, у тебя погоны какие. Я говорю, ты войсковой старшина. Поэтому, говорю, у тебя, ты бывший, скорее всего, сотрудник полиции там, или другого какого-то силового ведомства, ну, который пришел в казачество. У тебя, говорю, как минимум
высшее образование, поэтому играй как раз вот не такого простачка, а человека такого матерого и хитрого. Он там играет отрицательную роль-то. Играет такого, как сказать-то, засланца, вот, засланного казачка. Ну, вот такие роли тоже нужно играть, и он, я думаю, справился с этой ролью хорошо. Вот. Когда будет фильм, я всегда буду смотреть и говорить, что это он в моей Кубанке снимался. Так, Юрий Пирожник, доброе утро, Юрий. Вот, значит, закончена вот эта история с фильмом «Куда приводят хороводы». 10 ноября, вот уже скоро, через 6 дней, будет такая предпремьера фильма «Рассвет уже близок» вот про Катю Соловьянову. Он будет показан для узкого круга людей. Ну, конечно, будут приглашены актеры, которые там снимались, ну и другие члены съемочной группы. И я тоже туда пойду на просмотр, интересно посмотреть. Фильм еще не доведен до конца в смысле монтажа, ну, не то, что там монтаж-то и сделан, а в смысле, ну, там вот звуки какие-то, может быть, музыка, не знаю. Я не знаю сейчас степень готовности этого фильма, но так как 10 ноября исполняется, вернее, будет день рождения Кати Соловьяновой, вот Мальвина Сергеевна решила в этот день показать этот фильм для участников съемочной группы и актеров, которые там снимались. Но, в принципе, мы, опять же, и актеры, и съемочная группа – это одно целое, поэтому, вот, я думаю, все будут приглашены. 23 года исполнилось с момента создания кинокомпании, киностудии InZori Cinema. Это студия, которая как раз занята съемками вот фильма «Рассвет уже близок», «Куда приводят хороводы», и проект, который сейчас начинается, называется «На краю небес». В пятницу состоялось маленькое мероприятие, просмотр фильма Мальвины Третьяковой «И до края небес». Ой, «И до края земли». У нее вот все такое вот интересные такие названия. Можно путаться. Я сделал постер. Я сейчас вам покажу этот постер. Сейчас я соображу, как его показать. Так. Вот этот постер. Вот так вот он выглядит. Вот в верхней части вы видите InZori Cinema. Это логотип киностудии. Ну и здесь вот в этих вот фреймах, так их назовем, это главная героиня и какие-то кадры из фильма. И в центре это тоже героиня едет на велосипеде. Вообще, вот название фильма этого. «И даже до края земли. Путешествие в поисках себя». В ролях Алина Мазненкова, Дарья Егорова, Анна Козючиц, Наталья Батрак, Вита Корниенко, Майя Алдошина. Ну и тут вот, значит, спонсоры, которые оказывали поддержку при съемках фильмов. Вот такой вот постер я сделал. Это фильм автобиографичный, он художественный, но в основе его лежит история самой Мальвины Сергеевны Третьяковой, нашего режиссера, которая объехала
всю Европу на велосипеде. Она ехала в Иерусалим, но она ехала по территории Украины, Румынии, что там еще? Португалия, ну, я еще, Румынию я сказал, да, ну, и еще несколько стран, по-моему, 12 стран она объехала. Фильм есть в свободном доступе, он в свободном доступе есть на YouTube, и мы с Юрой, моим братом, смотрели этот фильм у него дома. Я сейчас вот найду трейлер, потому что есть еще трейлер. Вот видите, у нас и складывается эфир. Не знал, о чем говорить, однако вот, пожалуйста. Трейлер. Так. Я трейлер нашел, но что-то на трейлере какая-то актриса, которую я никогда не видел. Ладно, смотрим сейчас. Еще один трейлер нашел. Так. Так, смотрим трейлер. Почему так сложилась моя жизнь? Почему я здесь? Почему я не могла не отправиться в этот путь? Глупая. Ты другая. И судьба у тебя другая. Если в 30 лет у меня не будет мужа и детей, я пойду пешком в Иерусалим. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Ты своим поведением отпугиваешь нормальных людей. Если ты будешь вот так продолжать, ты выпадешь из общества, ты будешь изгоем. Блаженная ты какая-то. Це одна їдеш і не страшно. С Богом. Тебя реально прет от такой жизни. Господь сказал, там, где 2 или 3 собрались во имя Мое, там и я среди них. Самое лучшее, что мы можем дать миру, это любовь. Абсолютную любовь. А там, где есть абсолютная любовь, не может быть злобы, обиды, зависти. Я стала так редко смотреться в зеркало, что уже не помню своего лица. Не бойся меня. Я его ненавижу. А как же я? Всегда слушай свое сердце. Больше никого. Сердце истины. Как же сильно нужно любить Бога, чтобы вот так идти.
Ну вот, мы посмотрели трейлер фильма «И даже до края земли». «И даже до края земли». И в пятницу, как я уже сказал, состоялся показ этого фильма, посвященный 23-летию киностудии Inzori Cinema. К сожалению, я на этой встрече не был, у меня были домашние дела. Ну, в следующую пятницу, на этой неделе, я думаю, что побываю на продолжении чтения сценария, который сейчас мы читаем, обсуждаем, вносим туда какие-то дополнения. Фильм называется «На краю небес». И Мальвина Сергеевна намерена снять 4 серии этого фильма. Вот так. Ну, что касается кино, то я продолжаю смотреть фильмы, старые советские фильмы. Вот я в прошлый раз говорил, что я смотрю фильмы Одесской киностудии. Ну, не только Одесской, знаете, какие попадутся, бывает, что YouTube сам предлагает что-то посмотреть. И я с удовольствием смотрю. Так я посмотрел фильмы «Крик тишины». Там играет главную роль Юрий Соломин, наш с Юрой земляк. К сожалению, в этом году он умер. Ну вот, снялся он во множестве фильмов, и «Крик тишины» я не видел. Он играет там следователя, место действия Байкал. И, конечно же, фильм цветной, красивый, яркий, широкоформатный. И понятно, что и режиссер, и оператор, помимо сюжета, старались показать и вот эти красоты Байкала. Там играют бурятские артисты. Вообще, буряты народ, нам-то он с Юрой знаком давно. И Юра работал с бурятами, и меня всю жизнь тоже сводило с бурятами. Вот как начиная с армии, и даже до армии, я помню, когда я ездил поступать в Омскую высшую школу милиции, там был бурят в поезде, как-то мы с ним сдружились. Потом в армии был бурят у нас во взводе, Сулан-Удэ, и мы до сих пор с ним переписываемся. Его зовут Андрей. Он был старшего призыва, то есть мы с ним полгода прослужили, потом он дембельнулся. И понятно, что во времена советские была дедовщина, ну, в нашей части она не так была выражена, вот, но была, в какой-то форме была. И я помню, как мне потом вот этот Андрей, бурят, прислал письмо мне, солдату, ну, я продолжал служить, понятно, мне еще 1,5 года оставалось, и через какое-то время он мне прислал письмо, такое, знаете, покаянное, что «Саша, извини, вот я был неправ, порой тебя обижал», и как-то на меня это произвело впечатление, и он мне написал тогда в этом письме, что «Саша, когда ты тоже будешь старослужащим, дедом, пожалуйста, не обижай молодых солдат, прошу тебя». И как-то вот меня это письмо задело, и когда я стал старослужащим, когда я уже отслужил 1,5 года, и в свои полгода, когда я был старичком, вот, я никому не наносил никаких обид. Да, ну как-то тоже понятно, что в этих традиций я тоже придерживался, и кто-то там мне что-то оказывал, какие-то услуги из молодых солдат, но это были такие больше
товарищеские отношения, нежели вот какие-то, как господин и раб, как это бывает вот при настоящей дедовщине. Кстати, 29 октября исполнилась дата, сколько там прошло времени, ну, много прошло времени, я в 83 году, 29 октября, пошел в армию, и вот когда в эту дату я всегда вспоминаю день своей службы первой. Это же еще и дата, день рождения комсомола, и меня тоже многие поздравили, мои одноклассники, с которыми мы учились в школе номер 42 в Чите, и Дима Зайцев меня тоже поздравил с днем рождения комсомола, и я ему тоже искренне написал, говорю: Дима, я тебя тоже поздравляю, и очень приятно вспомнить нашу молодость, потому что наша молодость проходила под девизом «Любовь, комсомол и мечта». И сейчас я хочу, вот, наверное, и когда я вот это вспомнил, вот это три слова: любовь, комсомол и мечта, мечта, по-моему, и я сразу нашел эту песню и послал ему ссылку. Ее пели и Кобзон, и Лещенко. И я вот смотрел, ну, вообще есть, конечно, и всякие там, ну, я сейчас, ладно, вот какой-нибудь такой клипец, не знаю, кто будет петь. Посвящается всем комсомольцам, которые меня сейчас смотрят. Звенит отваги колокол, дороги всех, кто молоды, нам карта побед вручена. Отчизне в дар останутся рабочие славы станции. Запомните их имена. Любовь, комсомол и весна. Отчизне в дар останутся рабочие славы станции. Запомните их имена. Любовь, комсомол и весна. Дорога вдаль идущая, наш первый шаг в грядущее. И звезд, и земли целина. Мечты края безбрежные. Твоя улыбка нежная, в душе, что отвагой полна. Любовь, комсомол и весна. Безбрежные, твоя улыбка нежная, в душе, что отвагой полна. Любовь, комсомол и весна. Мы сами ритмы времени, и нам с тобой доверены и песни, и ночи без сна. И снова в юге кружатся, и песня учит мужеству, и с нами на все времена. Любовь, комсомол и весна. И снова в юге кружатся, и песня учит мужеству, и с нами на все времена. Любовь, комсомол и весна. И с нами
Любовь, комсомол и весна. Любовь, комсомол и весна. Любовь, комсомол и весна. Вот. Напиши, пожалуйста, Алексей, понравилась тебе эта песня? Слышал ли ты ее ранее? Это очень интересно. Так, ну все, вот про кино закончил. Про кино закончил. Теперь про свою литературную деятельность. Ну, как вы знаете, я писал сразу 3 тома. Сразу 3 тома, да. Я работал над 3 томами книги «Легкой рукой». Я их вам показывал, ну, виртуально, какие они будут. Это книга о клубе «Последняя пятница», который я создал когда-то в Чите в 2001 году. И на протяжении 10 лет, до 2011 года, я был бессменным завсегдатаем и ведущим этого клуба. В клуб входили люди разных профессий, разных возрастов. В основном люди творческие, которые любят стихи, сами их пишут, барды, исполняющие свои авторские песни, музыканты, художники, просто интересные люди, необычные люди, люди разных вероисповеданий, разных идеологий. И все мы там находили общие интересы, дружили. Было, конечно, всякое, были какие-то размолвки и ссоры. И сейчас я тоже оцениваю вот это время свое с критической стороны, потому что я тогда, так скажем, бросился в такой крайний правый национализм. То, что сейчас у нас, кстати, в стране набрало обороты. Вот. Ну, тогда нам казалось, мы были такие осенены такой романтикой возрождения империи, славили императора Александра III. У меня дома карта висела на стене, где Аляска была российской. И, ну, в общем-то, так вот все было. Я ходил под имперским флагом на русские марши. Кстати, сегодня, друзья мои, всех поздравляю с Днем народного единства. Это еще и праздник, вернее, даже не еще, а в первую очередь праздник иконы Казанской Божьей Матери. И в этот день в Чите я ходил в Казанский наш собор замечательный, и мы участвовали в крестном ходе. Всегда он устраивался. Но помимо этого, вот в те времена мы ходили и еще на русские марши. Я писал статьи. И, кстати, к чему это я все говорю? Все это вот в этой книге «Легкой рукой» есть. То есть вся вот эта вот подноготная моя. Вообще книга, конечно, я уже неоднократно говорил, что она имеет черты романа, потому что там очень много сюжетных линий. Что не человек, это сюжетная линия отдельная, и я там как тоже главный герой, но я там о себе пишу в 3-м лице, то есть я себя там называю Саша Пых. На протяжении 10 лет длится вот это вот развитие сюжета этой книги, и в эти 10 лет вошли и один развод мой с первой женой, и свадьба вторая, и второй развод, и 3-й мой брак уже с Наташей, рождение дочери. То есть вот с 2001 по 2011 год очень много событий в моей жизни даже произошло.
Но и в жизни других героев, персонажей этой книги тоже произошли всякие события. Кто-то уходил на пенсию, кто-то, значит, начинал заниматься какой-то другой деятельностью. Кто-то даже и уходил из жизни, и тоже там это описано, несмотря на то, что книга такая легкая и с юмором, но тем не менее какие-то трагические события тоже я не обходил стороной. И это прежде всего была летопись. И у меня как раз подзаголовок этой книги, он так и называется «Летопись клуба «Последняя пятница». И вот в последнее время я работал над этой книгой, и, как вы знаете, в прошлый понедельник я отправил ее на модерацию. И сейчас пока доступен уже в продаже, и можно скачать первый том книги. А второй и третий немножечко притормозился, потому что я отправил, потом они мне опять прислали, вернее, я отправил, и они мне прислали пожелание внести какие-то исправления. Я внес исправление, отправил на повторную модерацию, и они мне снова прислали оба тома, второй и третий, опять для внесения некоторых поправок. Поправки касаются прежде всего персоналей. Вот не нравится им там, что я там пишу про Путина, не нравится, что я там пишу про Немцова, Чубайса, Гайдара, Ельцина. Особенно, видимо, они переживают за Чубайса, потому что Чубайса в те времена ругали, его и сейчас продолжают ругать, но, видимо, издательство боится каких-то санкций, если вдруг Чубайс прочитает что-то про себя плохое, и может подать в суд. Вот они об этом предупреждают. И, в общем-то, я думаю, что мне имя Чубайса? Мне-то важно, чтобы вот моих друзей там в основном было имена. Как вот в песне поется, запомните их имена, «Любовь, комсомол и весна». Вот это вот важно. А эти герои, которые вот в нашей жизни, конечно, присутствовали так вот виртуально, больше-то мы о них говорили, как будто бы их мы же не видели вживую, но они как-то влияли на нашу жизнь, на наше сознание. И они, конечно, были. Пришлось убрать эти имена. Как убрать? Вместо Чубайса я написал Чупс, то есть Чуб и дефис и С. Немцов тоже так же у меня. Хакамада еще. И вот, в принципе, в этой книге и так есть аббревиатуры. Все главные герои, я в том числе, там нет Александра Полуполтинных, там есть Саша Пых. Поэтому я думаю, пусть и эти герои, и вот эти вот деятели государственные, они тоже будут под этими аббревиатурами. То есть, как он там, Чубайс-то Борис, да, зовут? Так вот, Борис, да? Я уже забыл. В общем, Чупс. Чупс и все. Очень даже хорошо получилось. Так что сейчас книга на повторной модерации. Я сейчас даже вам покажу, как это выглядит. И заодно посмотрю, может быть, ее уже сняли с модерации и опубликовали. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот это у меня книга вторая, видите, и здесь вот написано: легкой рукой книга третья ожидает проверки, легкой рукой книга вторая ожидает проверки, и вот легкой рукой книга первая опубликована. Вот. Никаких изменений я в обложку. Обложку тоже пришлось сделать немножечко, свою фамилию писать, потому что они пишут, что иначе на других маркетплейсах ее не опубликуют. Но вот сделал. Вот я сейчас покажу, как первая книга выглядит, которую уже можно купить.
Да, ее сейчас, видимо, не просмотришь. Ну вот, видите, написано, создана книга была 27 августа 2024 года, отправлена на публикацию 10 октября 2024 года, проверка завершена 10 октября с рекомендациями, отправлена на повторную проверку 30 октября 2024 года, проверка завершена 31 октября 2024 года, и заключен договор о публикации в магазине Ридеро, вот видите, Ридеро, а в остальных магазинах, ну, пока еще нету, но она будет. Немножко попозже будет она одобрена и тоже напечатана. Ну, в принципе, как бы и Ридеро это неплохо. Вот, магазин Ридеро, книга опубликована, вот если ее нажать, вот она сейчас стоит... Да, 958 рублей, она тоже дороговато стоит. Ну, книги сейчас вообще дорогие, но и объем, у нее 414 страниц. Вот. Но для своих друзей я ее потом разошлю вот в этих форматах. Вот видите, формат EPUB, FB2, PDF-READ и MOBI. Вот. И, ну, скорее всего, FB2, а может быть в PDF я ее потом скачаю. У автора есть такая возможность скачать. И разошлю по моим друзьям. Вот, потому что, ну, в печатном вряд ли кто ее захочет иметь. Ну, а так вот... Вот, друзья мои, задавайте вопросы, я вас всех приветствую, всем желаю добра и здоровья, так что задавайте вопросы какие-нибудь, я на них отвечу. Я продолжаю свою трансляцию. Итак, значит, поговорили о кино, поговорили о литературной деятельности, ну, если о каких-то планах меня спрашивать, какие у меня планы, в моей литературной деятельности, то планов-то у меня никаких. Вроде бы я все, что хотел, сделал. Я выпустил вот эти вот 4 книги. Стихи, очерки 2 тома и проза. И еще 3 книги, сейчас 3 тома вот этой вот легкой рукой. Ну и все, наверное. И я на этом пока остановлюсь, потому что у меня есть еще дневники. Но если дневники мои тоже опубликовывать, то их точно не опубликуют, потому что там столько всего написано. Дневник-то такой жанр более откровенный, и там персонали еще больше задевается, и эти люди... еще живы, поэтому, конечно, ну, вряд ли. Хотя, в принципе, я всегда свои дневники писал с учетом того, что если их когда-то опубликуют, то чтобы они читались как прямо книга. И я, наверное, буду, так как мне самому интересно возвращаться периодически в свое прошлое, я буду периодически читать эти дневники, вот, учитывать, сделать такие читки. Больше всего для себя. Ну, так как, чтобы кому интересно, может быть, кто-то и будет смотреть и слушать. Может быть, это буду делать не вот так вот, потому что, когда читаешь, вы же мои глаза не видите, может, я буду делать подкасты. Подкасты — это просто будет какая-то картинка стоять, а вы будете слушать только мой голос. Может быть, так попробуем. Ну, в общем... что-нибудь придумаем. Что еще? Что еще? Сегодня я на велосипеде поеду навстречу с моим подписчиком Сергеем Липецким. Ну, я его зову Липецкий, потому что он из Липецка. И сейчас он отдыхает в Анапе, здесь в санатории Делуч. И он привез там какие-то подарочные книги и хочет, чтобы я их у себя имел. Он для меня, потом для Оливера привез книгу. А Оливер наш Иванович,
который, он же Алексис Милашко, художник, сейчас находится в Москве. Они там вообще бурную деятельность развили, и он сам, и там же и Владимир Порублев, и Антонина Борисова. Они все сейчас в Москве находятся и тоже выкладывают, я сейчас вот даже покажу. Сейчас. Так. Сейчас. Вот Алексей Милашко, вернее, Алексис Милашко, вот он, они в какой-то картинной галерее находятся сейчас. И, по-моему, они даже, знаете где? Они, по-моему, даже в Третьяковской галерее. Сами они тоже выставлялись, ну, не знаю где, а в Третьяковскую, видимо, ходили. Вот они друг друга фотографировали. Потому что вот эта картина, вот этот вот, смотрите, вратарь, который ловит мяч, по-моему, это в Третьяковке. Кто вот более разбирается в живописи, напишите. Их приняли в какой-то союз, вот этот Евразийский художественный союз. Вот они выложили вот свои удостоверения, что они сейчас являются членами Евразийского союза. Вот эти книги, которые называются «Лао Цзы и сон об Египте» Владимира Порублева, получили какие-то премии. Ну, в общем, ребята молодцы. Вот, а я тут в нейросетях сделал вот такую штуку. Это вот Алексис Милашко сидит, а я взял его вот так вот сделал вот с помощью нейросети, и он пошел танцевать. Вот. Так что сегодня поеду, встречусь с Сергеем Липецким. Он здесь находится сейчас, отдыхает в санатории Делуч. Ну, мы с ним, в общем-то, постоянно на связи. И он тоже интересные всякие истории из жизни рассказывает. Вот последняя его история была, как он ехал в автобусе с дачей домой, и вдруг, говорит, автобус остановился, и сказали всем выходить из автобуса и, значит, укрыться где-нибудь в каком-нибудь бомбоубежище, потому что начинается дроновая атака. Это Липецк, город. И он говорит, и все пассажиры стали возмущаться. Говорят, нет, не пойдем мы никуда. Куда мы будем сейчас выходить? Где мы эти бомбоубежища будем искать? А кто нас туда пустит в эти бомбоубежища, если это какой-то подвал жилого дома? Вот. И, знаете, как сказал Гоголь, русский народец. Не любит он помирать своей смертью. Вот. И, ну, это, может быть, не к тому сказано, но я имею в виду, что русский народец-то у нас очень такой рисковый, и поэтому, он говорит, заставили они этого водителя продолжить маршрут, и поехали дальше, вот так вот. Дроновая атака, это, как говорится, дроновая атака, а домой всем надо, и поэтому автобус вот так ехал. Вот. Это вот сейчас наши реалии такой нашей жизни. И вот Сергей
Липецкий любезно делится со мной вот такими интересными историями, которые, в общем-то, нигде не услышишь, не прочитаешь, а вот оно, это из уст свидетелей. Так, ну что еще рассказать? Что еще рассказать? Мы 55 минут уже в эфире. О погоде я рассказал, что погода сейчас дрянная, холодная, сырая. Я вообще никуда не хожу. Вот сегодня на велике съезжу, конечно, посмотрю, проветрюсь. Может, даже что-то подсниму. Дома все хорошо. Это я уже для Юры говорю, потому что мы с ним перезваниваемся, ну и вот, пользуясь случаем, этим понедельничным стримом тоже можно сказать. Наташа сейчас закончила работу на одной из своих мест работы, и теперь осталась только у нее одна работа, сутки работает. И теперь у меня, конечно, времени стало поменьше, такого вот свободного. Если раньше как было, она 4 дня работает, 3 дня работает, 4 отдыхает. Теперь наоборот. Она 3 дня отдыхает и 4 работает. Вот. Ну, ничего, хорошо, будем заниматься домашними делами, тем более сейчас те, кто за новостями следит, и я раньше постоянно говорил, что Россия катится в пропасть, но мы уже подъезжаем. Так вот, кто, может быть, давно меня не слышал, года 2 назад я об этом говорил, сейчас повторюсь, что Россия подъезжает уже к пропасти, и мы с Наташей тоже обдумываем, как пережить это сложное, этот кризис, который наступает экономически в России, как его пережить. Ну, переживать-то все равно придется. Другое дело, как его будут переживать люди. И каждый уже сам будет с этим справляться. Но мы решили сейчас сделать какие-то большие покупки, вернее, не покупки, а закупки. Вот сегодня я хочу купить много-много зубной пасты. Вот. А Наташа, когда завтра придет с работы, ну и у нас будет целых 3 дня, и завтра, и послезавтра, вот, будем тоже закупать. В 2022 году Наташа тоже сделала хорошие закупки сразу. Она купила, тогда, конечно, смеялись, она купила сахара очень много. У нас целая коробка стояла сахара. По-моему, до сих пор еще 5-килограммовка стоит из тех запасов. Купила много чего там. Средств гигиены, стирального порошка корейского, которого сейчас нету, а у нее до сих пор есть. Вот, который очень хороший, концентрированный стиральный порошок. Ну, а если он есть, так он уже в 3 раза дороже. Купила много туалетной бумаги, которая до сих пор тоже у нас еще есть. В общем, сейчас вот эти вот... То есть вот этих вот запасов хватило вот на, можно сказать, на 2,5 года. Вот, конечно, еще что-то докупалось. Вот. И мы сейчас решили тоже с ней купить. Вот это вот. То есть сделать такие запасы. Такие вот запасы сделать. Потому что деньги все равно обесцениваются, цены будут расти. И поэтому, ну, нужно вот так вот. Ну, Наташа говорит, нужно вот так вот спасти наши сбережения. Ну, не знаю, кто как тоже будет переживать этот кризис. Напишите в комментариях. Так, вопросы какие-то есть еще? Вопросов нет. Тогда всем до свидания, до новых встреч, всем здоровья, мирного неба, чтобы все у вас было хорошо. Берегите своих близких, дорожите ими, общайтесь.
и готовьтесь к худшим временам.